Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Мне отдали очень много обрезков черной бязи, это хлопковая ткань, целый мешок. Тут и маленькие кусочки есть, и побольше. И я буду шить панамку. Я уже шила по этой выкройке вот 9,5 на 15,5 сантиметров прямоугольник. И вот от высоты 7 сантиметров мы откладываем еще по 2 сантиметра в стороны. Вот такая простая выкройка. Вот отсюда, от этой точки, 2 сантиметра. В зависимости от величины припусков размер получится где-то 56-57. Мне нужно будет 6 деталей. Я обвожу, у меня меловый карандашик, но можно чем угодно, да, мелком, мыльцем, что у вас есть, если нет такого карандаша. Меня спрашивают многие, что это за карандаш. Обычный китайский карандаш, на Алиэкспресс их продают прям пачками. Наверное, есть. Люди писали, что есть. Я еще, видите, сделала себе наметочки, потому что я буду вышивать по своим деталям, ну и, соответственно, сделала линии, по которым буду вышивать. От края контура где-то миллиметров 7-8 я отступала между вот этими моими линиями. Вышиваю обычным тамбурный, называется стежок, тамбурная строчка. Показываю часто я в своих видео, но люди прибавляются на канале, поэтому показываю все-таки иногда в деталях. У меня, сразу говорю, все мои видео ускорены в 2 раза, поэтому не пугайтесь, не думайте, что я вот такая вот быстрая. Ну, на видео вообще всегда быстрее получается, потому что некоторые моменты какие-то я пропускаю, а на самом деле, ну, это достаточно времени занимает. Вот здесь уже стебельчатый шов, тоже показываю поподробнее. Кстати, на ускорении получаются как будто суетливые немножко движения, но видео не хочется затягивать. Я решила, почему сшить панамку. Ну, во-первых, сезон, пора уже с панамки делать, шить. Вот. А во-вторых, у меня сын старший очень любит мои панамки носить. И при этом он работает вот где-то на его работе. У него постоянно его просят продать ему панамки. И он прям с головы продает. Я то и дело на карту получаю от него деньги за проданные панамки. Поэтому я решила сшить еще, потому что ему уже скоро носить будет нечего, а он мои панамки очень любит. Но я решила, он парень такой заметный, симпатичный, и он любит всякие странные такие вещи носить, прикольные, типа вот такой панамки. Но кроме того, вот именно на такого плана панамку у меня появился заказ, тоже через моего сына. Девушка заказала, не знаю, купит или нет. Если не купит, то мой сын будет с удовольствием носить. Она прислала фотографию куртки, я потом в конце покажу. И вот под эту куртку она хочет панамку, ветровка. Это французский узелок называется. Вообще, если вы заметили, я вообще совсем мало. Вот стебельчатый шов, тамбурный и практически вот французские узелки. Я больше не использовала каких-то других, ну вот козлик немножечко. В основном одни и те же виды стежков, но при этом посмотрите, какие получились прикольные, интересные рисунки. Решила сначала вырезать свои детали. Я делаю припуски вот от этой крайней линии, где-то 5 миллиметров. И только после этого я буду отглаживать, потому что если отглаживать сразу, то у меня исчезнут вот эти вот намеченные линии, и я не буду знать, сколько мне на припуске оставлять. Смотрите, сколько осталось вот мелких обрезков. Если у вас есть идеи, напишите в комментариях, что с ними сделать. Ну и теперь вот отглаживаю, заодно как бы все выравнивается, отглаживаю с изнаночной стороны, чтобы не примялась моя вышивка. Ну и все, и у меня исчезают вот эти вот нарисованные белые линии. После этого мне остается только сшить. Самая главная работа по вышиванию, самая долгая, у меня уже выполнена. Складываю парами. Если вы обратили внимание, у меня такая посветлее голубой цвет и более серый вот по краю тамбурным стежком сделан. Прошиваю вот по этой. И попарно все их сшиваю между собой. Отглаживать тут надо тоже сначала нижнюю часть, потом верхнюю. Иначе там шов замнется, потому что он же, видите, под углом идет.
После того, как отгладила, вот здесь вот такие маленькие уголочки на всех сшитых заготовках, я их срезаю и подравниваю, чтобы там не углом было вообще вот это вот соединение, а так вот закругленное, ровненько все, чтобы шло. И теперь вот эти пары между собой соединяю. Точно так же, как я сшивала между собой отдельные детальки, теперь вот эти вот уже двойные. В результате у меня получилось вот 28 сантиметров, то есть умножить на 2 это 56. И я высчитываю радиус, который у меня должен быть вот моей верхней части шапки по вот этой формуле, которая у меня была на бумажке. Если не успели, то остановите на паузу. Вспомните математику из средней школы. Прищепочками я вот прищепляю прям вот на величину припуска. Я не полностью, а именно вот на 5 миллиметров где-то эти прищепки присоединяю. Как я рада, что эти прищепки у меня есть, потому что с иголками так вот не так удобно. С прищепками гораздо удобнее. Если видите, на изнаночной части верхушки вот эта спираль нарисована, это я сначала хотела спираль вышивать, но потом передумала. Все сшила, подрезала припуски так, что они оказались у меня где-то 3 миллиметра. И точно так же сшила подкладочную часть. И теперь лицом к лицу одеваю одну часть на другую и швы соединяю между собой также прищепочками. Так как они все одинаковые, то, естественно, они у меня все совпадают и все хорошо. После того, как соединила все свои две детали, я все прошью по окружности, но единственное, оставлю отверстие для выворачивания. Вот здесь вот я прошивать не буду, потому что мне надо будет вывернуть. Вот я здесь пометила мелком, чтобы не увлечься слишком, не построчить лишнее. Прострочила уже, срезала лишние припуски, чтобы они были не очень большие. И вот выворачиваю свою шапку. Мне нужно будет прогладить вот эти края, разровнять вот так вот сначала, а потом прогладить, потому что чтобы это все держалось именно в том положении, как мне надо. И я буду делать потом еще отстрочку, чтобы это все так и в результате держалось хорошо. Но прежде мне нужно будет зашить вот это отверстие для выворачивания. Я его тоже подглажу, чтобы оно уже, ну, как бы в нужной формы были припуски завернуты. И после этого я зашиваю обычным потайным стежком вручную. Можно вообще не заморачиваться, просто прострочить сверху. Но я решила, что прошью вручную, полностью зашью, а потом уже прострочу. Это недолго, буквально 3 минуты и готово. Зато я буду знать точно, что у меня все хорошо сделано, и что не будут нигде торчать нитки в случае чего. Вдруг промахнусь на машинке. Все зашила потайным стежком. Очень аккуратно все выглядит красиво. Сейчас прострочу по краю и уже покажу вам полностью весь результат. Посмотрите, какая классная получилась панамка. И даже если эта девушка ее не купит, сын мой будет носить с удовольствием. И благодаря ей у меня были идеи, каким образом вышивать. Я думаю, что все получилось круто. Вот здесь вот я сейчас фоточку ставлю этой куртки, ткани, которая у нее там, по-моему, подходящие цвета, тоже на черном фоне. Мне кажется, я справилась с задачей. Но не купит, так не купит, а может купит. Вот так, смотрите, какая красота получилась. Я очень рада. У меня уже сын в понедельник придет мерить. Я опубликую видео в воскресенье, а сын в понедельник придет уже за панамкой. И я очень рада, что она у меня такая интересная получилась. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Пишите ваши комментарии, я буду им очень рада. Я всегда стараюсь на них отвечать. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.